Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске мы разберем ваши работы, которые вы присылаете мне в директ. Итак, первая работа. Как вы видите, здесь у нас возрастная девушка, и на самом деле сразу видно, что есть какие-то небольшие промахи с формой, потому что тело брови очень длинное, а хвостик короткий, и выглядит немного нелепо. То есть вот эта линия апекса должна быть чуть поближе к переносице, примерно вот здесь, потому что хвостик у нас укладывается, примерно чуть больше 1,5 раз в тело брови. А в данном случае получилось, что хвостик укладывается раза 3. Поэтому в данном случае немножко сбита пропорция, и из-за этого выглядит бровь, не подходящая к данному лицу. Ну и по технике нанесения я бы сделала полегче, потому что все-таки возрастная кожа, как мы знаем, на возрастной коже лучше работать всегда легче и поверхностнее, потому что с возрастом у нас кожа истончается и очень легко засадить пигмент, перетемнить. И я думаю, по заживлению так и будет, бровки окажутся темноватыми. Тем более посмотреть на исходник, мы видим прям полупрозрачный пушок у данной клиентки, и я думаю, ей будет немножко не по себе, когда заживет очень плотно. Поэтому здесь нужно также поработать под напылением, хотя я вижу, что начало пытались вывести очень плавненько и получилось достаточно неплохо. Итак, следующая работа. Но на самом деле форма здесь достаточно неплохая в плане того, что мастер не сделал сильно широкую бровь, потому что, как мы видим, своих волосков практически нет. А когда своих волосков нет, смысла нет расширять и делать широкую бровь, потому что, как мы знаем, пудра на коже без волос выглядит очень заметно, и очень видно, что это нарисовано и не натурально. Поэтому, когда своих волосков очень мало, мы чуть-чуть буквально расширяем и доводим до идеала просто именно форму. Но кончик резко здесь прямо вот тонкий уходит, я бы здесь сделала чуть поплавнее, хотя вот даже если прочертить вот эту направляющую, кончик смотрит на верхнюю часть ушка, что является правильным, нет никаких заломов, нет грустного взгляда. То есть если бы хвост, например, смотрел на нижнюю часть уха, посмотрите, был бы уже такой прям грустный вид у клиентки. Здесь в этом плане все правильно. Единственное, по цвету, мы видим такой холодный оттенок, скорее всего, он заживет более серым, а у клиентки кожа белая, такая холодная, и волосы светлые, поэтому в данном случае пигмент нужно брать прям на теплой желтой основе, чтобы исходник был соответствующий, чтобы блондинке подходил этот цвет. Но тем более на такой коже, на холодной, все цвета заживают еще более холодными, поэтому это нужно иметь в виду. А мы переходим к следующей работе, и здесь у нас уже молодая девочка. Форма, кстати, неплохая, но немножко я бы добавила ширины в начале, потому что в начале, наоборот, самое такое широкое место, и бровка плавно-плавно должна сужаться. А здесь получилось наоборот. К переносице бровка немножко сужается, и форма уже выглядит немного не такой, как хотелось бы. То есть буквально чуть-чуть добавить пудры поверху, как раз-таки этой пудровой верхней границы не хватает для легкости и воздушности. Ну и кончик, если опять же проследить направление всей бровки, так немножко крючком загибается к низу. Буквально немного направление поменять, причем никакие волоски от этого абсолютно не пострадают, и уже бровка будет выглядеть более открытой, такой плавной. А у нас следующая работа, и опять возрастная клиентка. Мы видим, что по напылению достаточно неплохо, очень мягкие начала, очень плавные, что мне нравится. Верхняя граница легкая, но концы, посмотрите, как они уходят вниз. Вот даже если вот так вот прочертить ровную линию, у нас кончик немножко западает вниз, то есть ниже вот этой точки у переносицы. Такого ни в коем случае не должно быть, тем более на возрастных клиентках. На возрастных клиентках мы наоборот пытаемся вывести эту точку чуть выше от точки переносицы, чтобы добиться лифтинг-эффекта, чтобы визуально глазки были более открытыми. Ну и в данном случае можно, я думаю, немножко было форму сузить, например, на изгибе, сделать более такую плавненькую и изящную форму, чтобы не было
такого горба сверху. Но в целом напыление, техника нанесения мне нравится. Поработать только над формой. Итак, следующая работа, и она достаточно неплохая, но немножко переборщили с напылением, то есть такая плотная растушевка получилась, что сейчас явно не тренд, сейчас все стремятся к легкости, пушистости и так далее, поэтому можно бы было добавить пудры поверху. Это делается очень легко, вот такими легкими длинными движениями, самое главное не быстрыми, чтобы у вас оставались красивые пиксели в коже, прям точечки. Вот, ну и кончик тоже немножко у нас западает вниз, можно было его открыть, при этом совершенно не потеряв свои волоски. Следующая работа, но, к сожалению, обе брови мы не видим, видим только одну сторону, но мне очень нравится нанесение на коже, оно прям легкое, вот как раз на возрастных дамах такое нанесение приветствуется. И это выглядит по заживлению очень круто, это выглядит легко, нет никаких четких границ. И по цвету мне тоже очень нравится, потому что видно, что мастер разбирается в колористике, взял правильный пигмент на теплой желтой основе и заживет все прекрасно, таким русым цветом, без капельки серости. Ну и последняя, заключительная работа. Опять же, мы видим возрастную клиентку, и кожа очень сложная, пористая. Прям видно, что покраснела, такая чувствительная кожа. Хотя мастер работал очень легко и пудрово нанес пигмент. Мне на самом деле нравится работа. Есть немножко недокрасы и провалы по форме, если посмотреть вот здесь, вот да, недокрас вот здесь. И хотелось бы видеть какой-то акцент в серединке. Но в целом самое главное правило, наше любимое с вами: лучше не до, чем пере. Поэтому всегда можно будет добавить. Самое главное не перебарщивать, не затемнять, особенно на возрастных дамах. Спасибо, что присылаете свои работы. Для меня это очень ценно. И я рада, что мы с вами вместе растем. Кстати, благодаря вам нас уже стало 20 тысяч на моем YouTube-канале. Поэтому не забывайте подписываться, кто еще не подписался, писать комментарии. Для меня это тоже очень важно и приятно. Ну и до скорых встреч в новом выпуске. Пока-пока.